Приветствую вас, господа! Вашему вниманию сервис на сайте судебной власти, который позволяет по фамилии, имя, отчеству найти количество дел, которые были в производстве у определенного адвоката, сделать предварительную характеристику возможности этого адвоката о наличии у него компетенции заниматься вашим делом. А также вы можете посмотреть по контрагенту, например, вот я, например, использую этот сервис для того, чтобы проверить застройщика, если этот застройщик физическое лицо или юридическое лицо. По сервису можно найти информацию о наличии судебных споров. Но многие не знают, как им пользоваться, как, в принципе, большинство людей не читают инструкцию. А я рекомендую читать инструкцию, чем, в принципе, сам всегда и занимаюсь. Я, как юрист, всегда читаю инструкцию, прежде чем пользоваться. Читаю договора. Поэтому я читал инструкцию. Плюс у меня есть практический опыт, с которым я вами сейчас поделюсь. Так вот, тут прям написано справка, довідка на украинском. Вы ее открываете и смотрите, что если вы, например, увидели по субъекту 50 дел и думаете, вот что это за адвокат, например, там с 19 года у него всего 50 дел. Так вот, имейте в виду, что эта система настроена таким образом, что в списке для просмотра отображаются не больше 50 найденных дел с целью обеспечения комфортной скорости работы сервиса и для того, чтобы он не перегружался большими запросами. Поэтому для просмотра всех найденных дел необходимо детализировать параметры поиска. Таким образом, чтобы найденных дел было не больше 50. Например, если вы видите, что вам отобразился большой список, 50, да, разбейте период отображения в этих полях. Укажите полгода, год, и список уменьшится отображение, например. Вот. Поэтому для того, чтобы детально рассмотреть, берите за каждый год, например. Почему? Потому что и с течением времени меняется судебная практика, может меняться и квалификация юриста-адвоката, и в том числе, и, например, вы можете вбить информацию, вот, а она вам не отобразится. Почему? Потому что интересующие дела не попадут в этот список. Это уже детали. Кроме того, имейте в виду, что согласно правил отображения информации по делам, в соответствии с частью 7, тут написаны все эти правила, я их не буду перечитывать. В общем, процессуальные правила, если они предусмотрены определенными кодексами, то не отображаются дела, в которых, например, есть обвиняемый, который является несовершеннолетним. Есть преступления о половой свободе и половой неприкосновенности лица. И другие. А также важно, когда вы видите, например, у адвоката только какие-то гражданские дела, или там хозяйственные, или там административные. Не факт, что только это. Почему? Потому что адвокат может быть, может для своего клиента на стадии досудебного расследования достигать определенных успехов. Как то закрытие уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Да? Но эти дела тоже не будут отображаться, так как они не дошли до стадии судебного рассмотрения. И, например, если в деле были ходатайства, например, человек содержался под стражей и было такое определение, вы тоже его не увидите. Почему? Потому что тут прямо предусмотрено, что ходатайство в порядке Уголовного процессуального кодекса Украины, который рассматривает следственный судья, не отображаются. Другие жалобы на действие, решение или бездеятельность следователя, прокурора не отображаются. Если рассмотрение было в закрытом режиме, тоже не открывается эта информация. Если было полезно это видео, ставьте лайк, распространяйте, я больше поделюсь своими знаниями и лайфхаками.